What are you going? I have my stuff there. Bad Boom Team. Bad Boom Team. I have my stuff here. No. What? No, Hey, no. hey, что? Куда? Эй! О, Тём, Ау. Тём, что было вчера? Вчера этот охранник, который меня завел к себе, оказался фанатом Bad Boom Team и заставил меня с ним сфоткаться. А фотка есть? Да. Вот они мы. Приколите. Ладно, пойдем в практис, посмотрим, что делают парни. А она сейчас на меня смотрит? Идем на обед, и у нас игра против Extreme Gaming. Первая игра со стримами? Да. А вторая? Mouse Sports. Как тебе, кстати, вот такой формат, что нам надо в 2 часа выехать, ну вот пообедать сейчас, выехать на арену в 2 часа, Да. и вернемся, предположительно, мы, к 12 что-то такое Ну, 10 обратно. к 11, да? Нет, не к 10, к 11. К 12? Вчера закончилась игра гладиаторов в 12:00. Ну, Вторая. формат, конечно, тяжелый, очень, довольно тяжелый, но быстро проходит это, потому что играют по 2 игры в день, все почти. Ну, кто-то по одной там, но больше всего по 2 игры. Поэтому это нормально. Йоу-йоу. Поэтому это нормально, я думаю. Короче, не в первый раз, да? Во сколько да. ты проснулся? Проснулся в 10 утра ровно. Короче, нормально как будто бы, да? Не сильно рано. Hello. Короче, это ресторан, в котором вот есть такие стойки, где указаны команды. И вот мы по приходу сюда находим свои имена. Разрешали снимать тут? Не снимай! Краткий обзор обеда. Быстренько Что подождем с тобой. Пловчанский здесь. О, тут какие-то пирожки, плов. Все выглядит красиво. Мы никого особо из людей не будем стараться снимать. Больше всего мясо и... Короче, твой рейд вообще кухни местной по 10-балке. Ну, пойдем. Именно местной кухни мне не прям нравится. Не, ну в целом, как здесь кормят. Здесь в целом нормально кормят. Обед уже точно хорош. Братцы, приятного аппетита. Не, ну в целом... в целом... Ты вот это должен сделать сразу. Это наш друг, кстати, товарищ. Ребятушки, я стою под вот этим замечательным кондиционером, который опрыскивает воду на меня. О, кстати, вот сейчас начало попадать. О, сори, бро. Мы находимся все на той же арене, на которой были вчера. Только сегодня у нас игры не на главной сцене, а на второстепенной. А вон и наши ребята. Вон, Bad Boom Team, сетапинг происходит. Вот так, там сетапятся наши соперники, мы так можем подглядывать за ними. Вот так. Мы оказываем моральное давление на соперника. Ладно, не будем смущать парней. Все, мы шутки в сторону, full фокус. Это просто удовольствие от того, что вы делаете каждый раз, и все. Чуваки, я с вами, блядь, мы здесь. Мы должны разъебать. Все. Я говорю, Bad Boom! Я говорю, Bad Boom! Я говорю, Bad Boom! Сюда! Хотя билд стандартный. Интересно, тут не Инфест-бомба первая. Есть инфест-бомба. Врыв на Свена, XXS рядом. Ами. Очень долго живет Свен. Это украденный Мунлайт. Реквиум. Отличный врыв от Свена. Просто в спину от ССФа. У Свена потеряли. Найтфол пытается уйти в Мунлайте, но он поддаст ими. И панды в погоню за Найтфолом. Рейдж. Ну, Рейдж появится. Телепорта не будет. Не получится Найтфолу уйти. Нужно драться Юла. Дума, кто его нажал. Просто гений. Выключается Миеро. Найтфол дерется до последнего. Потеряли Огра. Горит СФ. Торонто-Токио прыгает. Пытается СФа добить. Один Торонто не справится. Да, чувствует это очень быстро. XM на развороте. Делает несколько ударов. СФ все же погибает. Все же дотикал Дум. И Торонто-Токио свою задачу выполнил. Вышел в размен. Я даже хочу, я смог вас взять. У нас коммуникация пойдет хуёвая. Егор говорит go-go-go. Вы в бойте Мирану Дум дальше стоите. Никто не стрейфится. Я с базы бегу. Я с базы. И никто не стрейфится. Я просто бегу с базы на вас. И мы бежим типа. Я не знаю, не верю, как будто бы нам сложнее выиграть. Не, как будто с такими творцами уже, да, потому что у нас уже и ДК типа не скелется. Команды Extreme от нападения на ГПК. У него есть Аегис.
Рекрут Ненадолго. притянул поближе Миеру, врыв на Свена. Стампит нажимает телекинез на ГПК. ГПК пытается выйти из тимфайта. Избивает Миеру. И ББ очень быстро теряет свою вторую жизнь на центральном игроке. И также быстро потеряет, похоже, и башню. Это первый выход команды Extreme в полном составе. До этого они в большей степени качались. Врыв от XXS, прыжок. Привязка быстрая, Nightfall, ответный врыв. Ну и стан на 2 секунды. Убьют и Террорблейда. Опасный момент. Nightfall идет до конца. И не убивает никого. Кэрри команды ББ. 3 минуса. И 3 Все, отдаем Рошану, улыбаемся, машем. Норман пошел. Неужели там нет детекшена какого-то, никаких гемов, центриков? Что это? Кулдаун. Связали немного гирокоптера. Тут уже Форс ворует. А едет что? Красота-то какая! Еще и рейтинг забирают Рошана. Вынуждены убегать ребята из команды ББ. БКБ есть Снэпфайр. Миера под достами. Аккуратно позицию занимают ребята из ББ, но набрасываются на Алнит. Алнит самый большой герой был у команды Маус. У него есть бай, если что. Но хотят эту драку продолжать парни. Набросились на ГПК. Да, действительно выкупается Алнит. Будут пытаться драться здесь и сейчас. Думаю, что сейчас самое время, да. Дарксир подставляется, первый раз умирает. Титан забегает на Бингана. Бинган просто избивает, 7 ударов ему нужно. А Юл нельзя было на оппонента, к сожалению. Да, Дарксир Он погибает. вообще в воздухе умирает на Дарксире второй раз. Суприма здесь еще тоже смотрит, видит, провожают в таверну, конечно же. Какая катастрофа, ребята. Была эспада 2018 Я еще эту игру застал. Я клянусь. Там камбэк нормально. Мы уже Я вам- сосали в этой игре. Я вам вечером покажу реплей, вы не узнаете. Отличий не найдете. Это была эспада. Иммершн на Баунти Хантере. Побежали в пятером. Просто всю игру. Всю игру в пятером. И деремся. Одного героя убили, плюс полторака. Нет, Толян, если бы у нас не было бы Титана, мы прям... По блоке. Бьет команда соперника, это сейчас такой сюрприз будет. Это сюрприз невероятный. Вот они только сейчас поняли, как же это поздно будет. Нет, Панга в 5 должен был... Какие шарды! Сейф, великолепно, Норман влетела! Едис успел, правда, забрать КПК, умирает моментально 2 героя, да, конечно. Яйцо. Да, они сейчас тоже будут прессовать. Какой тайминг, как элегантно все делают Маус со своими кнопками. Торонто Токио нажал супернову, да, но это настолько уже не важно, потому что его тоже убьют. Спасению взяться неоткуда. Ультра килл для Суприма. День был не прям удовлетворительный. Закончили со счетом 1-3. Ну давай сразу с первой серии, да. Первая серия, первая игра, она была... Ну, не сказать, что легкая, но она была плюс-минус под нашим контролем. Первую игру, в моем понимании, у нас были хорошие шансы выиграть, даже больше, чем у врагов. Но мы просто плохо сыграли, сделали непонятные мувы. Ну, плохие, я бы сказал, мувы. Купили плохие билды и закономерно проиграли. Угу. Это ж как раз на первом... Так пошли просто пройдемся Ну, еще, можно. типа, вперед. Это ж как раз в той игре, где ты вбегаешь, типа, на лайфстиллере, да, в моменте. Да. Там ошибочка была, и после нее, ну, типа, я со стороны, когда смотрел... После того и драки, где мы в топе умерли, где нас Свен убил, то уже там, если честно, игра даже на Draw Networks была для нас супер не фейворит, и мы уже ее, если честно, по героям почти не могли выиграть. Ну, и по героям, и по билдам. Билды не самые лучшие купили, но не суть. Вторая игра в Extreme, она, если честно, была просто проиграна на драфте. Это вот этот, когда у нас был минус Армор против Свена и ТБ? Когда у нас был, да, Сладар в ТБ. Я сейчас там даже не так важно, кого мы возьмем на ласпик. Игра, типа, ну, на драфте полу проиграна. И сделать было что-то сложно. Ну и Extreme сыграли там, ну просто сделали какой-то дефолт и победили. Ну да, они как будто не совершали такое количество ошибок, как мы. Ну они просто... Я бы не сказал, пошли туда. Я бы не сказал, что вторая игра, что там было. Ну вторая игра это как раз Свен ТБ. Я там был на ЦК. А ты на ЦК, у нас там изначально игра уже с нулевой не пошла. Там Саня умер на ФБ, я разрывился с Смока. Саня умер на ФБ, и у Кентавра было ФБ. Уже был лайн в топе сложный, лайн в боте был сложный, просто по драфту. И в целом у нас герои были просто хуже. Даже в тимфайте
После серии с Extreme, насколько было тяжело там собраться, взять там себя в руки? Как перенесли поражение, я имею в виду? Ну, перенесли поражение, я бы сказал, довольно тяжело. Там некоторые люди типа сильно расстроились. Там, если честно, у нас были все три лайна хорошие, мы просто купили в моменте плохие билды. И просто, ну, честно, я думаю, что мы бы в любом случае, ну, скорее всего, у нас был бы хороший шанс выиграть эту игру даже так. Но там потом случился инцидент с Рошаном, который, скорее всего, все уже видели на муве. С Хаслемом? Да, и после этого момента как бы нам играть стало уже очень сложно, потому что, ну, наши герои умерли, вражеский SF получил ультракилл, а такой SF с ультракиллом — это конченая имба. Ну и мы там, конечно, дальше как-то пытались, но уже было сложно. И герои у врагов были сильнее в плане тимфайта, и вот уже было камбэкнуть очень сложно. И вот так вот мы закончили день 1-3. Слушай, ты говорил, что типа плохие билды собрали. Считаешь ли ты, что ты на ЦК собрал в этой игре тоже плохой билд? Ну, не... Ну, я в той игре не был на ЦК. Ой, на ЦК, на ДК в смысле. Считаешь ли ты, что твой билд, ну, типа, ты бы, если бы сейчас отмотать время назад, ты бы другой собрал? В этой игре конкретно. Ну, из всех игр, что я играл на ДК, я всегда играл с Мьёлниром. Я думаю, это не слабая шмотка. Она как бы дает максимальный ДПС. Просто, возможно, я бы не купил даггер первым слотом, а играл бы более там на фарм и на себя. Ну, на самом деле, даггер может работать, просто у нас как бы, ну, немного мы не договорились, что у нас там по итогу я купил даггер, ВРК ТОС, и как бы ни ДК, ни ВРК не могут, так сказать, быстро фармить. Ну и... Хорошо, что нас ждет сегодня? Вчерашний день 1-3 закончили, сегодня мы рефрешнулись. Ты рефрешнулся? Ну, то есть ты готов к сегодняшнему дню? Сегодня у нас одна игра. Ну, я стараюсь не тильтовать, как бы у нас счет нормальный, 3-3. Да. Можем, ну, я думаю, спокойно побеждать оставшиеся игры в группе. Ну и будем играть сегодня в Liquid. Попытаемся сделать максимум, как бы, надеюсь, выиграем 2-0. Отправляем тебя в свою руму, спасибо тебе большое. Всем пока. Сами, всем пока. Куда пока? Ты еще всех сегодня будешь видеть, и все будут видеть тебя сегодня. Ребятушки, спросите у меня, где мы? Мы в очередном Player Lounge. Это Player Lounge, который находится на арене. Здесь куча людей. Как правило, здесь отдыхают команды, у которых 2 игры в день. И вот есть вот этот промежуток 3 часа. Типа нет особо смысла ехать к себе в отель, потому что 40 минут в одну сторону, 40 минут в другую, на час в отель. Ну, короче, обычно команда, которая играет 2 игры в день, в 3 и в 9, отдыхает здесь в промежутке. Что у нас здесь есть? Здесь выездной кейтеринг работает, опять же, с 7:30, по-моему, там до 9 или что-то такое. Здесь можно прийти покушать. Ребята, собственно, вон сидят, кушают, мы никому не стараемся не мешать, не снимать. Что у нас есть еще? Ну, понятно, что посадочные места, столики, тут ребятушки тоже какие-то. Насколько я понимаю, в этом лаунже находятся не только дотеры, а еще периодически заходят другие составы, у которых сюда тоже есть доступ. Есть бар, на котором можно выпить, заказать себе горячие и холодные напитки, стойка снеков, как обычно. Из этих напитков мой самый любимый, естественно, hot water. Ну, здесь надо дописать hot water. Горячая вода, просто чтобы сделать себе чай. Чай себе делаешь там, и все прекрасно. И еще у меня есть один фаворит, это вот этот чупа-чупс цитрусовый. Пойдем. Здесь у нас игровая часть Player Lounge. Тут стоят приставки, настольный футбол, какие-то автоматы и аэрохоккей. Здесь есть второй бар. Тоже интересный момент, что на том баре нет свежевыжатых соков, а здесь они есть. И здесь еще делают безалкогольные коктейли, там мешают сиропы. Пойдем дальше. И это, кстати, вот прикольное тоже место, но не до конца прикольное. Не до конца, сейчас объясню почему. Самый настоящий кинотеатр. То, что это кинотеатр, это прикольный момент, а не прикольный момент, ну не до конца прикольный момент, это то, что так как, во-первых, трансляция идет одновременно там 3-4 штуки, да, они поставили вот так вот телевизоры в рядах. Короче, можно сидеть тут, смотреть доту, я пойду просто между рядов. Здесь достаточно тихо, поэтому можно комфортно сидеть, смотреть любимую игру и вот это вот все. Здесь диваны, здесь пуфики, здесь кресла-качалки, теннисные столы.
И такая, в принципе, человая супер атмосфера. Если там у нас было как-то шумно, громко, куча людей, то здесь прям вот то, что надо, чтобы просто, там, я не знаю, опять же, отдохнуть в тишине. Кто-то сидит, работает, кто-то сидит там в телефон залипает, кто-то, опять же, смотрит стрим. Вот такой вот Player Lounge. Ребятушки, мы на основной арене. После этого матча Аврора OG играем мы именно здесь, на основной арене. Мы сейчас находимся в зрительном зале. Парни находятся в зааренном помещении, сидят, ждут начала игры. То есть после окончания второй карты у нас есть 30 минут на сетап, на вот это вот все, и мы будем играть. Поехали, посмотрим, что делают ребята. Поэтому хочется, чтобы мы доверяли и верили в своих тиммейтов. Начнем доверие сегодняшнее с того, что вот слышите мой голос ебаненький. Поэтому кто-то должен меня подменить. Я говорю бэт! Бум! Я говорю бэт! Бум! Я говорю бэт! Бум! Да! Сюда! В этой карте прям прет, вот прям идет, прям хорошо. Дальше атака, Манкик, ой, палка по двоим, Айспас туда же. Сейф снова на контринициировании, пытается спасти Фингер оф Дес. А Эгиса лишает Абокси, со спины подкрался. Пытается засолить здесь Лайна форстафуют. Манкик переродился, минус Лайн, минус Снэпфайр. ГПК вообще не живет в драках, пошел Рор. Найтфол пытается раскочегариться. Из-под арены нужно выходить, он выбегает по своим БКБ. У Мьера БКБ-то нет, палку получает, на нее прыгает Микки. Айспас! И ТП остается здесь, догон в спину, трипл килл Байниша, минус 5 буквально делают здесь ребята из Liquid. Нет, Арантоки оказался в живых, не нашел его здесь 33-й Шивы. Было что-то? Там они давят боти, мы отвечаем типа на эту хуйню все. Не, я бал. Они сами нажали смог на наши стаки Да, вообще, да. мы туда прошли. Потом что, они напали, мы дали 2 размена, потратили рор. Только этого плейбота уже нет, потому что рора нет. Пока вот удивительно, конечно, у ББ Team вроде бы Эгис в инвентаре, но они тоже драки. Ниша, баф пошел, прыгает, находит здесь Элдер Тайтана, взрывают его, ГПК пол ХП потерял, Дум в тайне, приходит Микки сюда, на разломы какие-то летят, пытается защитить, Бокси защищает Тайни как может, Ниша не сгорает, но сгорают ребята из ББ, посмотрите, что происходит, Плазмофил давит уже под тир 3 глубже, Элдер Тайтан после побега погибает, минус 40, как только сделали ББ Team, но потеряли уже 3. Соло Ассампшн, ГПК, Микки тоже добивает, ультракилл бай Микки. Где он? 5-й, вот он. Но там с Эгисом. Инсейни через перед Лэнса его смогли добить. Глейкером останавливает Фантом Лансера. Посадили Фамильяра. Плазмофил. Тайтфол разворачивается. Микки делает телепорт. Эволанч что? Засыпают. Убили Лансер 1 раз. Пока возрождается. Уходим. Что пошло не так, в твоем понимании, и что можно было бы сделать лучше? Ну, где мы допустили ошибку? Первую игру могли спокойно выиграть, но билды были не самые лучшие, да и мы сами не очень хорошо сыграли, поэтому закономерно проиграли. Первая игра, напомни, это... Пошли просто вперед туда. Первая игра, это у нас... Ну, какой пик был? Ты на ком играл? Первую Элдере? Да, на Элдере изнасиловал Дума, но потом загангл на Скоттл. Ну, все равно можно было выиграть, но мы плохо сыграли. Угу. Так, во второй драт был не самый лучший, но у нас есть все знания, чтобы выигрывать такие игры. Но мы ими не воспользовались. Поэтому проиграли тоже. Вот, какая-то конкретика может. Ну, например, Snapfire могла с такой хорошей игрой купить Атос и с Титаном уничтожить всю карту. Но Snapfire купила Тревела. И там у нее раскачка была не самая лучшая. Я ей настакал лес, она не могла их фармить. Ну и пару раз Данек сдох прям как будто подряд, и у него игра из-за этого заруинилась. Ну и вообще... Dragon Knight, который, да, у него 25-30% винрейт на турнире. Да. Почему это наш ФП-герой был на второй карте? Потому что он должен хорошо поставить против Тини мид, но это не получилось.
И мы не смогли. У нас были не те герои, которые играют под ТК мид, поэтому вот даже вот его можно пикать, но под него нужно как будто лучше героев на саппортов выбирать. У нас были не самые лучшие герои. Но мы сделали выводы. Либо мы его не будем брать, либо уже с более другими саппортами. Что нам нужно сделать сейчас, чтобы выйти из группы? Выиграть все оставшиеся игры. Не, ну понятно, что выиграть, но просто вот может какие-то... Я говорю, что вот у нас все предыдущие игры по какому-то сценарию мы двигались. Что нужно изменить в нашем подходе к играм, чтобы сейчас выйти из группы? И изменили ли вы за вчерашний вечер что-то? Ну, просто играть лучше других героев. Я примерно понимаю, сейчас больше героев с дэмэджем на саппорт брать. Вот. Угу. Ну, я уже знаю, на ком я буду играть. Ну, то есть Элдер мы не увидим сегодня? Элдер нормальный. Но для него нужно нормальный билд, чтобы там Атос появился на снэпке и так далее. Или какой-то герой за цепом на миду, тогда, типа, и который фармит стаки. 4 карты. Угу. Первый матч с... Entity, кажется. Entity сейчас хорошо играют. Смотрел их игры? Не знаю. Не знаешь. Средняя команда. Не, ну я знаю, что ты никого не боишься, тебе не важно против кого заходить. Но кого бы ты зарейтил выше, типа PSG или Entity? Ну, по турнирной таблице, очевидно, Entity. Хорошо, а если не по турнирной таблице, а по какому-то ну, и по твоему ощущению? Тоже Entity. Окей. Все тогда, Санек, я тебя отпускаю. Передавай приветы. Все хорошие наши зрители, дорогие дамы и господа, это Данил Скутин, а.к.а. 7 из 10 по мнению женщин мира. Когда он сделает новую прическу, он будет сколько из 10? 10 из 7. 10 из 10. Короче, оцените лук Данилы. Что мы здесь делаем? Играем доту. Играем в доту. Короче, у нас игра на арене, первая открывающая игра дня. Игра для нас супер важная, очень важная. Играем мы против Entity. В наших интересах сегодня победить. Да. Мы постараемся это сделать. Постараемся Потому это что сделать. меня Рома Рамзес зарядил энергией, подарив мне вот эту вот... CK, давайте нам вашу поддержку, а мы попытаемся ваши ожидания что сделать? Оправдать. Оправдать, безусловно. Так что Поехали. поехали. С такой динамикой ты не имеешь права рассчитывать на победу. Ну, он опять прыгает слишком далеко, поднимает его телекинез, сразу клиф нажимается, выживак, у Волов Репика во всех. Форстав им пытаются ехать, Кик поднимает себя, ветра его не может фокусить. Рубик в итоге в таверне оказывается, но он все еще жив, подкапывает ГПК, лишая себя жизни, но опять же есть перерождение. А в размен ушли уже и вторая, третья позиция. Да, написали ГГ, понимают, что уже без шансов в этой карте. Нам нужно просто сейчас в этой игре в пятером, что делать, это пятером пойти подраться за Рошана с Ради. Вылетают, глифом защитили. Это баннер. Это баннер, Шива, баннер не снять, тяжеловато. Роллинг Тандер поехали, зацепили Андерлорда. ГПК в спину, через Хекс, Трекома в соус, больно, Шив. Да ладно, Сэмку уничтожил, минус Андерлорд. Бак со спины, пытаются убить Нику, байбек от Андерлорда и Сэмки. Будут разворачивать тимфайт, Хекс ответный полетел. Хекс по ГПК, Торонто, Токио, БКБ зажимает на свой блэкхолл, пытается засосать Андерлорда, мало хп остается. Андерлорд будет же гирокоптер, приходит сюда, расстреливает соперника. Андерлорд дайбэк, Виера не отпускает, Асиль лишается Эгиса и Негма уже в таверне. Нужно убивать второй раз, сейчас по респауну, Лайфсилер, Найтфолл Рейдж, Фишмана съедает форстав, Фишман фростбайт, под Рейджем Найтфолл съел. Второй дайбэк с исполнением команды Энти остается втроем. Связал, Алхимика тоже убила. Вдвоем теперь остаются. Алхимика есть бай. Найтфолл телепорт, бай, дэмэджа хватает. Закончилась наша игра с Entity. К сожалению, закончилась она нашим поражением. Сейчас у нас перерыв между играми. Ребята ужинают, готовятся, собственно. Будем играть с PSG. Счет у нас 3-7, и нам необходимо кровь из носу побеждать. Так что болейте за Бэтбум. Посмотрим, что будет дальше. Только что посмотрел, там играют OG, тебя это там вдохновило. Надо
Дукалис, напали. Легкий килл должен быть вообще. А Марс прыгает. Сразу Миера убей, засалим, попробует фокус-файр. Мека нажимается, Миера не нажмет. Шарпшутер в него влетел. Раскастовывается арена под БКБшкой. Просто выходит кор-герой. Ребята из квест. Дримкойл ставится в одну бруду. Мортимер Кейсос летит. Связь порвана. Наив просто хочет выйти. Бодл страйк получает. Наиву больно. КПК до конца. Копье тоже. Все тоже КПК. Сайленс получает в ответ. Закрывает бруду. Но Паку может быть больно. Пак, Гриммеркейп. Нажали на него. Он может выйти. Павершот Мива от Нуба. Самого Нуба может быть забрать. А стакает на нем пассивку. МК. Снова за Паком. Пак забайтил. Красивый. Почему я не ум? Егор Бабистова собрал. Егор, когда бежал за Бистом, я полную пачку убил. Бля, Егор, здесь что? Это пиздец зарешал, что ты забрал Бистом. Глубокий стейт, видно, что не все персонажи отошли назад. Если выйти сюда, Рейзер, Торонто Токи могут подставиться. Ходит Амар, сразу дожимается БКБ, Торонто Токи релокейт. Раскастовывает, чарджем будут сбивать, сбивают чарджем. Шикарная работа Тамара, Вейл повесили, Баши работают, Амар красавчик. Делают минус, Торонто Токи просто телепорт нажимает. Глимс! И здесь успевает Дукалис, полностью контролировал ситуацию. Неужели будут драться без Рейзера? Здесь, да, нажимается лассо. Там Наив, нажал Шекл. Снова чарджи. Торонто Токи не умирает, мало хп остается. Дукалис идет до конца, хочет его вернуть. Минус вин, стоит за них шторм по Зевсу. Он пытается выбрать позицию. Мортимер Кейс не долетает из Глимс. Дукалис до конца. Мира пытается защитить своим телом. Забрать на себя внимание не получается. Снова чардж, минус 3, вист на байбеке. Ловить дальше, Клейпнир, 2 героя. Амар продолжает, еще один Клейпнир продолжает. Ну, это минус 4, минус 5. Тимфайт в исполнении квеста. Уничтожили всех. А все вообще за компами? Нет. Вроде бы не все за компами, да, как раз таки у ББ Тим кого-то нету. Уже забрали. Линка сбивается тут на Рейзера. Это планируется сейф. Лассо нажал, пытается Нуба забрать. Спрыгает Миера. Еще фокусу нужно Клейпниром. БКБ нажимает и будет выходить. И зафокусить больше нечем. Малик прыгает до конца, хочет Рейзер добить. Рейзер просто пытается пережить этот дум. Торонто Токи страдает. Ультимейт Зевса. ВР-ку смогли разок убить. Разгона. Тамара лишает жизни Рейзера. Бая нет. Наив перерождается. Смогли убить Дизраптора. Фокусфайр по ГПК. ГПК раскастовывает молнию Малика. Дэмэджа тоже мало. Гнуп Миера. Миера терпит. Инфернал Блейд от Малика. Глимс. Даблкил от Малика. Да, вообще абсолютно обычная ситуация. Вот этот экшен есть, блядь, голова. Ребятушки, мы находимся в спальне нашего практиса. Со мной здесь на полу Матвей. Зачем я тебя сюда пригласил, Матвей? Хотелось бы получить комментарий по поводу вчерашней ситуации на второй карте. Я не знаю, было ли видно на стриме, но я сидел в зрительном зале и видел, как ты там поставил паузу, отошел. У меня закрадывались сомнения уже, что ты себя чувствуешь не очень. Да. Короче, дай какой-то вот комментарий по поводу вчерашней всей истории. Да, просто в моменте, ну, у меня там пошла кровь из носа, там у меня обычно всегда, когда сухой климат, всегда такое происходит, вот, и, то есть, мне просто немного погружилась голова, вот, чуть, может быть, давление поднялось, не проверили, там, потом оно через минуту опустилось, и как бы все окей, встало, и, ну, я продолжил матч, ну, так еще посидел пару минут, посмотрел на свое состояние, вот, то есть, в целом окей. Возможно, из-за какого-то стресса, ну, немножко, то есть тоже повлияло. А так, в целом, сейчас себя нормально чувствую, и, ну, все окей. Не, ну я думаю, что это была совокупность факторов, там и стресс, и давление, и нужно... климатическая история, ну, все-таки. Да, здесь просто вот у меня последние пару дней даже там насморк и так далее, то есть не очень в этом плане, вот, с этим климатом. Ну вот давай вернемся еще раз, ну, то есть чуть поподробнее вернемся во вчерашнюю игру. Ты играл на Кентавре, и вот когда ты понял, что ты себя чувствуешь не очень,
Вот как, ну, как это происходило? Ты же сидишь, играешь? Я такой чувствую, что у меня просто что-то течет из носа, и я такой, блин, сопли, что ли, такой думаю, типа, блин. Такой, как будто не должно быть, да? Просто, типа, такой, просто вытер, потом что-то случайно в моменте просто посмотрел даже на свою руку, что ли, и уже понял, типа, что, ну, есть кровь, такой, о, нифига себе. Такой. Испугался? Чуть-чуть? Ну, как сказать, да не сильно, просто понял, кровь с носа идет. Вот, пошел там, вытер салфетками, да, и все, потом сел играть обратно. Потом немного чувствовал, что начала кружиться голова, и не стало плоховато. Вот. Ну, вышел, немного посидел, отдохнул, попил воды, все окей. Бывало у тебя такое вообще во время официалок до этого? Ну, во время официалок не было вообще такого. Но в целом вот именно там столько вот именно крови у меня там, может быть, типа, первый, наверное, раз так вылилось, так что типа резко, что так и было. Вот, но это просто, наверное, последние пару дней у меня было так, что чуть-чуть там просыпался, чуть есть, типа, вот, свои сухости и все это, ну, в общем, в этом плане, наверное, так произошло и все. Ну, я же говорю, мне тоже кажется, что это совокупность факторов, да, учитывая расписание наше достаточно... Ну, да, еще много играли в Dota и так далее, но, возможно, из-за этого. Вот, так, сейчас все нормально и все окей. Сегодня ты себя чувствуешь хорошо? Да. Все супер. Блин, ребят, ну... Вот такая вот история. Всем пожелаем, что, хорошего. Будьте здоровы. Будьте здоровы обязательно. Будьте да. здоровы, да. Недаром. Берегите свое здоровье, вот. И, ну, было прикольно, что вот именно Крю, эти челы, вот, которые организаторы говорят, что вот посиди немножко, там игра вообще ничего не важна, то есть здоровье гораздо важнее. Ну, конечно, вот, и, конечно. Ну, то есть, что у нас сегодня по плану? Сегодня играем против Тундры, вот. Подготовимся к матчу и будем уже их обыгрывать. Как настрой у тебя лично? Да, вообще хороший. Хороший. Все отлично, супер. да, хорошее настроение, проснулся, нормально. Ну вот просто вот в закрытую ты пикаешь двух персонажей. Ну, я думаю, всегда с кайфом там на Бисте, там что-то... Ну давай, Бист раз. Можно на, не знаю, всегда с кайфом на Кенте сыграю, на Брю. Бист Кен или Бист Брю? Ну, Бист Брю мастер. Окей, все, супер тогда. Матюха, сегодня удачи и чё? Привет фанатам Бэтбум. Вот, спасибо, что поддерживаете. Хоть у нас сейчас не самые лучшие времена, но я думаю, все наладится. Мы стараемся. Будем стараться. Let's go. Теперь ты заряжен? Теперь ты заряжен? Здорово! Это не будет? Это не хочет. Сегодня важный день. Боремся мы за выход в нижнюю сетку. Боремся мы с Тундрой, а претенденты вторые на нижнюю сетку. Наш первый оппонент Beast Coast. Поэтому, ребята, интрига, как обычно, сохраняется. Это все-таки BB Team. Погнали смотреть, погнали сетапиться, погнали за парнями, заряжать и показывать нашу доту, ёлы-палы. Поехали! Да, и, кстати, интересный айтем-билд у Пирахи. Просто сатаник. Просто сатаник. А его не убить, его же не убить, Вообще ему ничего не сделать. У него Аганим, БФ, сатаник. 2700 в спину, ворвались. Атака Найнкласса забрать пытается. Найтфол справляется, кстати, под БКБ. Под энрейджем. Теперь нужно выбежать. Шторм там в спину на Топсон напал. Праймал сплит и конец Мьера заюзал. Пытаются Вайтмона как-то зафокусить под Весселом. Дебаф накинул. Нужен урон, но Найтфол уже не может драться. У него нет БКБ, он не хочет вступать в этот тимфайт. Окучивают всех под аренах. Мьера здесь не выпустит. Прям в форме Праймал сплита его забирают. Они нажали все кнопки. Олег, они нажали все кнопки. А теперь у них будет падать трон. Потому что Пьюрк понимает, что его просто не остановить, на него ничего нет. Вообще просто ничего не сделать. Нападение у нас. Возможно, энрейдж, даже энрейдж. Надо писать, нет, надо Давайте сразу полетели БП под еще одним смоком, возможно, последним. Нажимает
знает, ничего не видит, ничего не знает. Он колотится первым, ГПК в спину, Ваку, полувремика, можно поставить, ГПК выпрыгивает, Куки нажимает, Миера порвала, друзья, его нет, байбека нет, собственно, забирают таки. Хорошо, Найтфол поработал, сожгли ГПК, Урса нажимает Тенрейдж, ставит бить Найтфол не справляется, тем более есть Башер, сквозь Баш пробивает очередной вакуум, снова стяжка, попытка как-то Тарантоки разобраться. Забрали Урсу, неплохо, Найтфол, но без ресурсов остался, его катит Вайтмон через Айспас. Получилось сделать 3 в 4, драка неплохая для ББ. Сейв Тарантокио, Вайтмона, но этого саппорт должны будут забрать, дал пресс на развороте. Не уйдет, а просто сколько времени он выиграет. Тут начинается просто импетуса лететь Вайтмона. Ну, ничего ты... Ху! Что за тимфайт? Что? Так как мы не упали в нижнюю, точнее, попали в нижнюю сетку и нас не eliminated, поэтому я разбил этот треугольник бесткост, вот, золотой. И да, дальше больше. Мы упали в нижнюю сетку, чтобы сломать их как можно больше. Поздравляю. Хотелось бы подвести какой-то итог по группе в целом. Доволен ли ты результатом? На что ты рассчитывал, когда мы сюда ехали? Да, чудо, я не прям доволен. Но я не рассчитывал, если честно, прям на то, что мы будем очень хорошо играть на этом турнире, потому что наша КВшка до этого турнира, винрейт у нас не самый лучший был. Поэтому я реалист. Я как бы не буду слепо верить, что мы придем типа все выиграем, но имеем, что имеем. Типа, ну, походу уже, как я понял, как мы играем на этом турнире, выйти в нижнюю, ну, типа я файн с этим. Хотя бы не вылет. Ну, то есть это нормальный результат, на твой взгляд? Нормальный результат, типа я играю... Удовлетворительный. Да, я играю и мы играем по установке Лукаши до турнира. Лукаш сказал, что типа есть много примеров команд в прошлом, которые именно набирают по ходу турнира. И ты считаешь, что мы именно та команда, которая набирает по ходу турнира? Мы стремимся ей быть. Хорошо, хочется в это верить. С каким счетом мы закончили группу? 5-9 вроде. 5-9. А in your book? In my book 9-5. 9-5. Зеркалка in your book. Хорошо, ну в чем, на твой взгляд, ошибка? Почему так вышло? Ошибка, я думаю, была забивать так много КВ с Фальконс. Это выбило нас из колеи. Возможно, некоторых людей, да. Ага. Поэтому не прям был позитивный настрой, когда мы ехали на этот турнир. Хорошо. Вот это главная ошибка, мне кажется. Главная ошибка. Мы забивали немного с другими командами, может, более на плюс-морали ехали бы на этот турнир. Ну вы же не хотите сами забивать с другими командами. У вас есть там пул небольшой команд. Мы хотели забивать сильнейшими, мы и говорили, с Фальконс давайте еще забивайте. Но там это по итогу, может, только закопало эту команду. Ага. Но, типа, я не могу сказать, что мы в плохой форме приехали, я не знаю, у нас просто какие-то абсурдные вещи происходили на этом турнире по билдам у некоторых людей там, и так далее, по геймплею. Ну, вот. Но это какой-то стресс влияет или что на людей? Ну, то есть... Да нет. В твоем понимании, опять же? Просто ошибались в билдах, в каких-то передвижениях по карте. Ну, как обычно, база. Хотя, казалось бы, мы там билды обсуждаем обычно там до игр, но не получалось подобрать во многих играх оптимальные билды на некоторых героях. Поэтому, ну, возможно, мы бы выиграли, ну, типа, некоторые карты, если бы лучше там билдились и так далее. Хорошо, у нас следующий матч в среду в 15:30, там что-то такое. Что мы можем сделать до этого момента, чтобы улучшить нашу игру? Ну, помимо того, что мы набираем по ходу турнира, что мы еще можем сделать? Мы набираем по ходу турнира, мы можем посмотреть все наши реплеи с этих игр. Может, еще КВ какие-то поиграть здесь, не знаю. Просто уже к официалке в нижней сетке подойти, более на фокусе во всех аспектах, которые мы знаем. И верю, что это типа нас приведет к победе. Короче, у меня есть прикольная стата от нашего аналитика Бранта. Брант, большущий привет. Мы тебя любим и ценим. Зачитываю. Команда Entity. Количество пикнутых уникальных героев 41. Gladiators 34. Ну, за групповой этап имеется в виду. Gladiators 34. Команда OG 36. Команда Falcons 34. Liquid 34. Spirit 34. Tundra Esports 33. Extreme Gaming 33. Как думаешь, сколько уникальных героев было пикнуто командой BB Team?
Я не знаю, если честно. Ну вот просто как. Но я думаю, тоже где-то около 30, может до 30, не знаю. Хорошо. Командой BB Team было пикнуто 43 уникальных героя. Да? Да. А. Ну как ты считаешь, это вообще нормально? Из этого списка, который я тебе зачитал, мы топ-1 по количеству пикнутых героев. Что нам, как правило, не свойственно. У нас все-таки есть какая-то своя мета, своя игра, которой мы стараемся придерживаться. Ну и у нас пул типа не сильно большой, у нас нет такого количества героев, как правило, на турнирах, насколько я мог заметить. Почему на этом турнире у нас просто вот 43 уникальных героя? Как я вижу ситуацию? Если у нас такое большое количество уникальных героев, мы как будто не знаем, во что мы хотим играть, что-то выдумываем там. Все это приводит к тому, что не нас боятся, а мы боимся. То есть мы пытаемся подстроиться под оппонента и вот что-то взять там в моменте, как-то сыграть по-другому, не навязываем свою игру. Ну, это как я вижу со стороны. Вот ты как эту цифру воспринимаешь? Вот 43 уникальных героя. Да, я не вижу в этом никакой проблемы, что. Ну, это типа Потому что у тебя пул все герои Dota, например. У меня, да, пул все герои Dota, но мой сильнейший это бет. Твой сильнейший это бет. Кстати, тоже забавно, что из 5 человек в нашей команде у тебя меньше всего уникальных героев. Да, но мой сильнейший бет. Но твой сильнейший бет. С которым 0 КВ. С которым 0 КВ, но... Да, тут нету логики, не надо искать логику. Мы просто видим каких-то героев, по кайфу берем. Если либо побеждаем, либо проигрываем. Как видишь, больше проигрываем. Больше проигрываем? Ну, какая-то закономерность типа, можешь прослеживается? Не пошло, бывает. Я не думаю, большой пул героев пикнутых, я не думаю, что это прям плохо. Конечно, это неплохо, если мы ты же верим, всех что героев можешь мы отыграть. верим, что у нас типа, сильные игроки, у нас у 4 игроков 14к. Вот Матю хапнул сейчас, сегодня. Подожди, а кто отстающий получается? Саня. Саня. Поэтому мы верим, что мы скилловые игроки же, наверное. Просто не пошло. Ладно, бывает. Ну, просто забавно. Типа, Согласись, забавная стата, потому что мне кажется, что... Ну, обычно у нас типа самый типа, узкий. Самый узкий пол. Ну. Я сам, я же не драфчу. Не, я же не говорю, что это нас просто цифры, и забавно, что ты по этому поводу думаешь. Видишь, ты тоже удивился, что мы топ-1 по пикнутым героям. Да, мы просто, ну, видишь, мы же зашли на турнир, у нас не прям пошло, мы просто тестим что-то другое. Нет смысла приезжать на турнир, чем-то играть, проигрывать, то же самое по КД пикать. Ты же тоже пытаешься, типа, адаптироваться, что-то другое пикать. Может, набрать по ходу турнира, да. Набрать по ходу турнира, менять героев и позже к плей-оффу понять точно, какие герои лучшие, типа, самые сильные, ну, для нашей команды. Короче, мы выбрали просто дорожку подлиннее. Да, мы, типа, тестили вот весь групп-стейдж, чтобы уже к плей-оффу были у нас идеальные герои в пуле. На кого хотелось бы попасть в среду? ГГ, Entity. Ну, мы проиграли Entity 2-0. No. Но in my book там минимум 1-1. Значит? Да, ну давай Entity. Хотя и против ГГ мы себя, думаю, уверенно чувствуем. Я уверен. Ну, я вообще считаю, что у нас удобная для нас сетка. Ну, то есть там есть пара Falcon и... Falcon и Extreme и Liquid Spirit. Ну, короче, вот эти две пары для нас как будто менее удобные, чем две оставшиеся. Да, не сказал бы, ну ладно. Спасибо большое, Виталий Мельник. Мы желаем нам, и вы нам пожелаете удачи в плей-офф. Мы, как выяснилось, выбрали долгую дорожку и надеюсь, что мы пройдем ее до конца. Да, мы набираем по ходу турнира. Естественно. А ИБЭТ наш лучший герой. Пошли смотреть футбол.